Смотри, да, это, ну, во-первых, обычно мы знаем, что мы находимся под воздействием стрессорного фактора, да, то есть мы просто чисто испытываем в этот момент психологический дискомфорт, да, то есть нам некомфортно. Это не обязательно доходит до уровня тревоги, но просто нам неприятно что-то, да. То есть вот если вам неприятно на работе, это тоже стресс. Если вам неприятно общаться с каким-то человеком, это тоже стресс. Просто это разный уровень этого дискомфорта. Ну и, конечно, есть более точные способы это померить. То есть, во-первых, поведенческие критерии, то есть там нарушение сна, изменение аппетита, да, то есть это изменение вашей раздражительности, то есть вы становитесь более раздражительными, у вас могут возникать симптомы астении, вы больше устаете, да, вот такие вот вещи. Либо просто посмотреть уже биохимические, ну там не физиологические изменения, то есть там частота пульса, да, то есть у вас может быть пульс выше нормы, там давление может быть, вообще активация симпатической нервной системы, нарушение пищеварения, потливость повышенная, да, вот, тремор какой-то может быть ненужный, вот. Это совсем уж там биохимики, если вы к ним попадетесь, они могут посмотреть у вас количество катехоламинов и кортизола в крови, да, и так вообще стресс померить, стресс-реакцию. Но можно это вот по кожно-гальванической реакции даже посмотреть. Вот, то есть разные уровни, от психологического, через поведенческий, через такой, наверное, физиологический до биохимического уровня, да. Но, как правило, мы все-таки это понимаем. Да, то есть мы понимаем, что мы оказались в какой-то ситуации, которая требует от нас мобилизации всего. Ну, то есть представь, вот давайте, вы можете все сравнить это вот с ситуацией, в которой вам, наоборот, комфортно. Вот что для вас было бы ситуацией без стресса? То есть представьте себе, что вот там, не знаю, для меня что, да, что для меня является ситуацией без стресса? Это я нахожусь дома, в своей комнате, никого нет, у меня нету каких-то срочных задач, еще чего-то. У меня нормальный рабочий компьютер с доступом к интернету. У меня есть вкусная еда, которую я люблю. Все хорошо с моими близкими, с моими котами. Идеально, если еще пухета рядом. Вот. И, соответственно, вот я чувствую, что никакого стресса. Я, соответственно, вот с этой ситуацией я сравниваю, то есть все остальное. То есть вот это вот, что я чувствую сейчас. То есть там какие-то дедлайны есть. Какие-то, может быть, финансовые проблемы, проблемы со здоровьем, проблемы с отношениями с людьми. Это все стресс, да, просто в какой-то степени. Отлично, вот так. И боритесь с этим, со стрессом, да. Старайтесь его уменьшить в своей жизни. Ну или перевести его в эостресс, да, чтобы он был краткосрочный, чтобы у вас эти стрессорные факторы просто менялись. Что делать с накачанной шеей? Как ее теперь уменьшить? Она же вызывает храп и апноэ. Не имея лишний вес стройный, еще и нужно ли иметь больше мышц, качаясь в натурах. Слушай, смотри, значит, во-первых, у меня тоже всегда очень быстро накачивается шея. Посмотри, какой она толщины, да? Это несмотря на то, что я вот ее, в принципе, не качал уже, наверное, лет 5. Посмотри, то есть мощнейшая, жирнющая, толстенная. И, ну, как бы, я не знаю какого-то способа безопасного ее уменьшить, кроме того, что уменьшить нагрузку на шейные мышцы, то есть не качать ее, там не делать эти вот скручивания с шеей, с головой вот так вот, когда на пресс, знаешь. Некоторые люди носят корсеты для шеи специально долгое время, но я не думаю, что это очень безопасно, потому что когда вы его резко снимаете, у вас слишком она, то есть кроме тех мышц, которые вы хотите уменьшить, да, там, не знаю, грудино-ключично-сосцевидных, там, лестничных мышц, таких трапециевидных мышц, у вас уменьшится и ослабнут, самое главное, мышцы стабилизирующие саму шею, сами шейные позвонки, что не есть очень хорошо. Такие дела. По поводу «так уж плохо» – это хороший вопрос. То есть давайте это проверим. То есть мы знаем, что быть толстым в принципе не очень хорошо. Да, и то, что поэтому округлость шеи, она коррелирует с апноэ во сне. Но вот сейчас мы посмотрим, значит, large neck circumference apnoe risk. Сейчас посмотрим. Значит, patients with a neck size of 3 centimeters or more in men and 16 inches or 41 centimeters or more in women have an increased risk of developing на OSA. Это, наверное, obstructive sleep apnea. Ну вот непонятно, по сути, получается, да, что толщина шеи – это независимый фактор. Ну вот вопрос.
Не вопрос, как это отдельно посмотреть. Смотрели, ну, то есть никто не смотрел отдельно, то есть это мускулистая шея или просто толстая шея. Да, значит, в основном это толстые люди с толстой шеей. Значит, сейчас посмотрим. Large muscles. Окей, посмотрим. Просто large neck muscles. Риск апноэ. Наверное, это все-таки не связано. Так понимаю, что это просто такая связь, что толстая шея связана с ожирением, ожирение связано с изменениями мягких тканей, мягкого неба, контролем мягкого неба, и поэтому это связано с риском храпа. Ну, потому что храп бывает и без толстой шеи, собственно.